Hi there, это Анна. Это короткое видео о том, как я занимаюсь иностранным языком в течение дня, то есть моя рутина шаг за шагом. Кто меня не знает, я выучила 3 языка самостоятельно. Английский, немного итальянский, и сейчас могу сказать, что говорю на корейском языке. Сразу хочу сказать, я не полиглот, способностей к изучению языков у меня нет и никогда не было. Я просто изучила кучу материала на тему, как учиться быстрее и эффективнее, все это применяла, и результат говорит сам за себя. Кстати, это видео будет как раз для тех, кому тяжело заниматься иностранным языком. Если вам достаточно услышать или увидеть фразы и уже потом применять ее в разговоре, я вам ужасно завидую, но это видео будет не для вас. Окей, давайте приступим. Утром я начинаю с повторения. Повторять каждый день — это трата времени, поэтому я использую приложение Space Repetition. То есть оно напоминает мне повторить слова через определенные промежутки времени, то есть не каждый день. К примеру, на данный момент мне нужно повторить 25 слов, я не знаю, если вы видите, из них одно английское и 24 корейских, неплохо. То есть, если слово я не знаю, я смахиваю влево, и приложение напоминает мне его повторить чуть чаще, чем другие слова. Сразу после Space Repetition я слушаю аудиозаписи, которые я сделала на диктофон в предыдущие дни. Большинство этих записей — это мои фразы с новыми словами, которые мне встречаются, и также фразы на диктофон с видео, которые я смотрю вечером при полном занятии, об этом чуть позже. То есть каждая аудиозапись у меня от 1 до 3 минут. Я просто слушаю, иногда повторяю вслух. После прослушивания я переименовываю каждый файл. Я ставлю дату, когда прослушать ее в следующий раз. Если, к примеру, после прослушивания мне кажется, что я все отлично поняла, все фразы я уже знаю, сама использую их, то я ставлю дату пару месяцев вперед. Если как-то так, то пару недель вперед. Если совсем все плохо, либо я только сделала запись, то завтра, послезавтра. Окей, закончили с утренней рутины. Обычно она у меня занимает от 10 до 30 минут максимум. Потом в течение дня я пытаюсь практиковать все, что я повторила утром. Пытаюсь переводить свои мысли, какие-то предметы вокруг, разговариваю со своими друзьями-иностранцами. Если у вас нет никаких знакомых и друзей-иностранцев, очень рекомендую найти Language Exchange Buddy. Есть много сайтов для этого, мои рекомендации будут ниже. Окей, следующий этап обычно у меня вечером. Я изучаю грамматику, делаю упражнения на различные темы, но сильно на этом фокусироваться не надо. То есть грамматика должна у вас занимать 10-15% от всего вашего занятия, от всего вашего времени, как вы занимаетесь иностранным языком. После грамматики я смотрю видео. Видео обычно с субтитрами, и довольно часто я смотрю видео интервью иностранцев, которые хорошо говорят на корейском языке. Сразу, почему именно иностранцев? Они используют фразочки и слова, которые я могу использовать сейчас в своей речи. На данный момент они могли бы быть полезными. А носители языка очень часто используют сленг и индивидуально для каждого человека фразы, которые, пока мне не нужны на данном этапе и только захламят мое сознание. При просмотре видео я очень часто ставлю паузы и пытаюсь повторить за диктором. И лучше повторить прям с эмоцией, потому что, как вы знаете, эмоция плюс информация — долговременная память. Вот так это примерно происходит. 뭐 하다가 이렇게 늦게 왔어요? 뭐 하다가 이렇게 늦게 왔어요? 지하철에서 졸다가 잘못 내렸어요. 지하철에서 졸다가 잘못 내렸어요. Фразы, которые мне кажутся интересными, и мне кажется, что я могла бы использовать их, я записываю их на телефон, то есть на свой диктофон, и также можно распечатать субтитры и потом носить в течение дня с собой, иногда читать вслух, то есть это очень помогает прям полностью погрузиться в язык. И далее, когда мне встречаются новые слова, что я с ними делаю? То есть вначале я перевожу их в переводчики. Переводчик вам должен давать 3 вещи. Первое — все значения слова. Второе — все похожие слова. И третье — примеры использования этого слова. И примеры желательно должны быть простыми, со словами, которые вы уже знаете и уже можете использовать. Далее я записываю это новое слово Space Repetition. Если ваша цель все-таки заговорить на английском, то записывайте с русского на английский. Если у вас примерная цель, как у меня, то есть я читаю литературу на английском, и слова попадаются довольно тяжелые, я точно знаю, что не буду их, скорее всего, использовать в своей речи, но я бы хотела их понимать, поэтому я записываю с английского на русский. Частенько я записываю новое слово вместе с фразой Space Repetition. И далее, как я запоминаю эти новые слова? Через визуализацию и картинку.
Я понимаю, почему этот способ встречает столько сопротивления, нужно что-то представлять, это занимает время, довольно трудновато. Но с практикой и повторением это занимает секунду, и этот способ сразу загоняет слово в кратковременную память. То есть без визуализации, без картинки вам будет казаться только, что вы запомнили, но на самом деле может так случиться, что Space Repetition вам выдаст это слово через пару недель, и вам оно опять будет казаться как новым. Поэтому очень рекомендую этот способ. Если вам как-то тяжело что-то представлять, или бывают такие тяжелые ленивые дни, да, что совсем неохота запоминать так, можно использовать мнемонические слова, то есть там есть уже готовые образы на все слова. Я использовала этот мнемонический словарь какое-то время. Честно, мне кажется, все-таки лучше что-то представлять. Ваша память, ваше воображение даст вам картинку и образ на слово, которое именно нужна и которое сработает лучше для вашей памяти. Поэтому все-таки попробуйте этот метод. Я подробно его описываю в своем марафоне, об этом чуть позже. Если есть слово противоположное ему, его желательно найти и записать Space Repetition. То есть такие слова, как black and white, up, down, ну и так далее, вы сами поймете. Далее я создаю предложение с новым словом. Очень часто я прибегаю к помощи переводчику, там уже есть примеры использования этого нового слова. Иногда меняю под себя, думаю, как бы я сказала, да, в какой ситуации я могла бы сказать, использовать эту фразу. Добиваюсь хорошего произношения и записываю на диктофон. После того, как запись будет от 1 минуты до 3 минут, я ее переименовываю, то есть если записала сегодня, то ставлю завтрашнюю дату. В моем тренинге, марафоне «Я знаю, как выучить это быстрее», я уже подробнее пишу эту схему, ну и вообще там будут все хитрости и техники на изучение языков и любых других предметов. И марафон будет проходить в формате аудиосообщений через WhatsApp, то есть очень просто. Если вы хотите присоединиться, можете перейти по ссылке ниже, либо просто напишите мне. И еще один момент. Как бы вы ни занимались иностранным языком, это все хорошо, это все даст результат. Вопрос в том, как скоро это произойдет. То есть, по моему мнению, язык это как океан, да, в него нужно полностью погружаться. И моя схема именно дает это ощущение. Я буду очень рада вашему любому комментарию и лайку. Будут еще видео, поэтому подписывайтесь. Всех люблю и обожаю.